Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро-прогноз, таро-расклад, неделя с 4 по 10 декабря. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И у нас сегодня колода 78 дверей. Это, по сути, метафорические карты. Основное значение двери. Открыты или закрыты. Как подобрать ключи к этому? Давайте узнаем, что подскажут нам карты, но планетарно. Если так вот в целом, у нас Венера в Скорпионе, и это время какие-то важные разговоры, может быть, озвучить, провести. То, что было, знаете, в какой-то двойственности, проговорить откровенно, вынести на поверхность. Хотя у кого-то это может быть страстный Скорпион и Венера, страстная любовь. Новая алхимия любви, такое тоже может быть. Новые грани чувственности в ваших отношениях. Хотя и для кого-то вопросы финансов станут на первый план. Увы, это тоже так может проиграться. Когда какой-то проект, который, может быть, прежде стопорился, а вы приложили много усилий, а тут словно лед тронулся, и вы будете уделять очень много внимания именно вопросам работы. И такое тоже для кого-то может быть. Итак, давайте будем узнавать, что в приоритете или что важно знать для вас. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время. Или что может помешать. А что будет помогать. Достанем карту. Что скрыто. Перемешаю и по основным сферам жизни. Посмотрим энергетику карт. Итак, дело, работа, бизнес, энергия денег на неделе и личные отношения. Ух ты, ваша карта. Наверное, ваш какой-то план или то, что вы себе наметили, надумали, вот это и будет в приоритете. А вообще это баланс. Для короля кубков важны как и материальные составляющие его жизни, так и личная жизнь. Но эта карта, посмотрите, дверей закрытых нет, дверь открыта. Мы можем чего-то ожидать или раздумывать вы о чем-то можете и на что-то никак не решиться. Видимо, придется какой-то выбор делать, может быть, действительно осуществить важный разговор, как будто планетарно тут нам все карты в руки, да, планеты помогают проговорить то, что прежде было неудобно, или каким-то образом, вы думали, не к месту, или решиться на что-то не могли. Так вот, как будто хватит ждать, пора решиться на что-то. Для кого-то и такое может быть. Иначе есть риск по этой карте. Посмотрите, прекрасный русал вспоминает о своей прекрасной русалочке и каких-то встречах вдохновенных, которые, он просто... его эти мысли и воспоминания обволакивают, и он где-то так удаляется от реальности, и хоть и дверь открыта, но мы можем застрять в воспоминаниях, понимаете? А надо вот эти воспоминания перевести в нашу реальность. Но в целом это ваша карта, поэтому то, что вы себе как в план поставите, у вас как будто все получится. Вообще в целом неспешная неделя. И вот в ваших энергиях, как вы хотите. Как будто нет неожиданностей. Давайте откроем, что нам скажет эта карта. В неожиданностях, знаете, может быть как какое-то известие или приезд человека, или для вас какая-то поездка, когда срочно куда-то надо будет отправиться, решить какой-то вопрос. Хотя не факт, что мы решим и потом останемся довольны. Или не факт, вот как этот кентавр могучий бьет буквально своим телом, могучим корпусом вот эти врата и изо всех сил пытается открыть эти врата. Но нам ведь не говорят, что его обрадует то, что он потом увидит. Поэтому это вопрос целесообразности. А надо ли участвовать в каком-то деле? Нужно ли куда-то отправляться? Или, если нужно отправляться, наверное, себя не настраивать на то, что я сейчас мигом порешаю все вопросы. Или мы можем столкнуться с людьми со сложным характером, нам могут что-то доказывать, какую-то свою тему, идею нам преподносить как вау-проект. И держись позиции стороннего наблюдателя. Вот о чем нам говорит карта. И вот
Король-то кубков, он как раз не включается. Ваша интуиция вам где-то помогает обойти острые углы или ненужные темы, которые лично для вас не имеют никакого ни продолжения, ни прогресса. Ну, как будто и не уму, и не сердцу, ну, и не карману-то как будто тоже. Но, видимо, какие-то предложения, новости, информация все же у вас в неожиданностях будет. Чему сейчас не время? Ну, вот все то, что я говорила по королю кубков, правда, вот у нас семерка кубков, и девушка в фантазиях, или она в снах. Правда, с чем-то как будто нужно определиться для начала, открыть глаза и увидеть какую-то реальность. Может быть, если мы хотим что-то осуществить, переложить, ну, на бумагу, например, составить тезис-план, что пошагово, последовательно я буду делать. Или, если стоит вопрос выбора, опять же, та же самая бумага. На две части разлинили, и на одной части пишем все пункты «за», и на второй части все пункты «против». Какая-то есть конкретика, когда эмоции нам не должны просто помешать. Ну, буквально так. А что будет помогать? Личная жизнь, правда. Если бы я, и точнее, если бы я делала расклад не вам, мои дорогие представители знака зодиака Рак, а какому-то другому знаку, я бы, скорее всего, могла сказать, что это карта ожидания, карта где-то тоже иллюзии. Но у вас, посмотрите, как королева кубков и король кубков. Пара, личная жизнь у вас на повестке дня. Это могут быть и вопросы, связанные с детьми, с вашими супругами. Или если вы не оформили ваши отношения, просто подруга, друг, есть какая-то ваша личная составляющая, которой следует уделить внимание. Как будто не ожидать чего-то, а перевести в плоскость какой-то конкретики, я бы сказала так. И, может быть, в преддверии праздников, где мы будем отмечать, или как мы проговорить, правда, вот эти важные темы, как по Скорпиону. У кого-то это любовь, может быть, почему нет? Это может быть и страсть, это может быть и нежность, и ласка. Все это понятно, но дело в том, что все-таки какие-то решения за этими картами стоят, и как будто нам помогает, когда больше ясности в личной жизни. Вот так в целом, а вы уже перекладываете каждый по-своему. Давайте мы... Что скрыто? Уверенность. Знаете, пусть нам выпадает туз пентаклей. И эта карта не просто уверенности, самодостаточности, каких-то возможностей, теплый уютный дом. Может быть, если мы про личную жизнь, если вы раздумываете, стоит ли, есть ли смысл мне связать с человеком свою жизнь или оформить отношения де юре, если прежде были, ну, так, де-факто, но еще пока вы не решались на заключительный аккорд. И здесь как будто карта говорит, так вот да, это другое качество жизни, как будто скрыто другое качество жизни через личную жизнь. На укрепление, на улучшение. Скрыто что еще может быть по тузу пентаклей? От вас никто ничего не скрывает, у вас очень сильная позиция, в принципе, когда все под контролем, нет дверей. Все ключи, мои дорогие представители знака зодиака Рак, в ваших руках. И карта туз пентаклей. Возможность заработать деньги, получить деньги, какой-то финансовый доход. Может быть, у кого-то это подарки или какая-то сумма денег в виде подарка. Но стабильность финансовая тоже. Как в целом благополучие, говорит нам карта, так и возможность, и самосохранение где-то, потому что двери у нас все закрыты, а ключи у вас в руках. А кому открывать эти двери, это вы будете решать. Но как будто разобраться вот в личной жизни, для кого это актуально, следует. Ну, а для тех, кто все понятно, то тут, ну, наверное, вы будете со своим партнером новые планы строить. Вот, кстати, могут и подняться вопросы, а не переехать ли нам, или не улучшить ли наше жилье, сделать его более комфортным, или еще какие-то вопросы по поводу заработка могут быть одного из партнеров, да, и в целом, каковы перспективы вашей пары. Да тут все, что касается благополучия по этой карте со знаком плюс. Шикарно. И ваша прочная позиция. Дела, работа, бизнес. Но я бы не сказала, что дела, работа, бизнес на этой неделе. Вот правда, посмотрите, ни одной карты о том, что надо вгрызаться в какую-то работу или куда-то бежать, спешить, торопиться, нагружать себя. Семерка мечей.
И девушка нам рисует двери открытые взамен тех, которые закрытые. И ей кажется, именно кажется, это своего рода иллюзия, что она дорисует картину, и настоящие двери тоже откроются. Мы же с вами понимаем, что этого не произойдет, поэтому, правда, какая-то конкретика должна быть. Может быть, вот эта семерка кубков и семерка мечей. Что такое семерка? Если пятерки недостаток обычно чего-либо, а семерки это воздействие каких-то сил или людей на нас. В данном случае по семерке кубков как будто это сон. Или назовите это наши желания, иллюзии, воспоминания, там все что угодно. А здесь это может быть как раз то, что нам представляют, а на самом деле дело обстоит как-то иначе. Вот как мы видим дверь закрытую, а нам кто-то ее пытается преподать, как она открытая. Или какое-то дело, правда, для вас может быть представлено как что-то, как вау-проект. И вы будете, как этот кентавр, пытаться пробить эту брешь. И совсем не факт, что вас оставит довольным то, что у вас получится сделать, или само по себе дело. Как будто есть то, в чем вам не нужно принимать участие. Но все-таки семерка мечей. Быть хитрее. Эта карта в других колодах называется картой вора. И когда она выпадает, будьте внимательны к кошелькам, к сумочкам, к паролям аккаунтам, к платежным системам электронным. Будьте очень внимательны. Какие ссылки, по которым вы переходите, либо в мессенджерах, вам бросили, может быть, на почту, нужно перепроверять, потому что фишинг процветает, особенно процветает в преддверии праздников. Мошенники тоже зарабатывают, понимаете как? Тут больше о самосохранении и о какой-то реальности, которую мы должны увидеть и с чем-то не просчитаться. Вот правда, личная жизнь и ваше благополучие в центре внимания. И ведь у вас очень прочная позиция. Может быть, вот это ваша стабильность. Кого-то может привлечь с какими-то фейковыми проектами, и вам будет что-то предлагать. Или могут пытаться, а вы люди очень добрые, вы очень отзывчивые, я знаю. У меня подруга рак, вот всегда, правда, это и душевный какой-то разговор, и всегда помощь. И вы можете включиться в те вопросы, которые вот вам-то лично, они и не нужны. Более того, так и еще какое-то ошибочное суждение или принятие решений, как будто себе еще не навредить нужно будет из-за того, что вы включитесь в тот или иной процесс. Или сделаете какое-то действие, выполните, которое тоже будет казаться как что-то, такое заманчивое, а по факту это будет именно иллюзия. Правда, делите надвое все те события, новости, информацию, предложения. Ваша сильная позиция не должна быть нарушена. Что у нас по финансам? Карта влюбленная. Пусть не совсем про деньги, хотя тут могут быть и про подарки. В этой колоде карт мы не должны с чем-то просчитаться еще раз, нам говорит карта. Все-таки это на финансы, и поэтому вот эти две надо быть более рациональным. У нас как будто молодой человек шел со своей прекрасной спутницей, и вдруг на дороге он увидел цыганку. И вот уже цыганка гадает ему по руке, и он уже как будто забыл про свою спутницу. А спутница, так отступив полшага назад, наблюдает внимательно, чем дело кончится. Ей интересно, как молодой человек, насколько он надежен, насколько он стабилен. Ей интересно, как он отреагирует в дальнейшем. А он уже как будто полностью погружен в рассказ цыганки. Вот правда, мы тут можем замечтаться, или подана нам будет какая-то идея, дело, тема, действо, как что-то беспроигрышное. Мы ведь можем оказаться в любом статусе вот из этих трех персонажей. Мы можем где-то сами уходить от какого-то дела, когда мы чувствуем, вы люди интуитивные, и, кстати, у вас выпадает две карты, неважно, кто меня смотрит, девушки, мужчины, вы интуитивны, это правда, и слушайте свою интуицию, она вам дает правильные подсказки. Так вот, вы можете интуицией чувствовать, а мне туда не надо. Или нет, я не хочу в этом участвовать. Но мало ли по каким причинам. Сложно отказать. Или
ну, еще какие-то обстоятельства сложатся. Поэтому не должны себе навредить, чем-то просчитаться. Аркан влюбленный сам по себе выбор. Есть либо выбор согласиться, либо кому-то сказать нет. С другой стороны, это может карта говорить, если мы все-таки на финансы, то больше о бережливости финансы. Они как будто есть, они как будто будут. Но как их на последующий, может быть, период рассчитать, это будет тоже задача. Ну и, безусловно, все-таки карта сама по себе добрая. Для вас могут быть как дополнительные, такое тоже может проигрываться, деньги, те, на которые вы не рассчитывали, в виде подарков или просто энной суммы денег, чтобы вас порадовать, мои дорогие. И такое тоже может быть. Или вы будете думать, кому-то сделать подарок. И так, вполне вероятно. Личная жизнь. Но тут не только про личную жизнь, тут про все сразу. Находясь, видимо, в своих энергиях. А энергия короля кубков, именно короля кубков, она очень похожа на энергию мага. Вот у вас карта мага. Почему? Потому что это единственный король, который умеет вовремя отключить эмоции в тех вопросах, где нужна жесткость, педантичность, четкость. Это у нас дела, работа, бизнес и финансы. И как раз там, где нужны чувства, там, где про любовь, вот эту жесткость он тоже может убрать и где-то быть и нежным, и чувственным, и ласковым. Вот в зависимости от того, что это будет на повестке дня, вам придется переключаться. Вот как этому магу. У кого-то это может быть все в ваших руках. Посмотрите, на личную жизнь карта мага. Да, это великий манипулятор, но это возможность перевернуть любую ситуацию так, как нужно вам. У вас ресурсный не только конец декабря, и последующий период тоже. Понятно, что где-то без ложки дегтя на далекий период времени, как год-два, не обойдется. Но возможности, они действительно у вас велики. Нечего добавить. Пусть выпадает карта мага старшего аркана на личную жизнь, но она касается не только любовной истории. И я бы сказала, даже больше не любовной, потому что маг – это все-таки не про любовь. Это больше, ну, его самодостижение или те вопросы, которые он себе поставил в приоритете. Но, видимо, с личной жизнью вам где-то нужно будет согласовать, чтобы быть по-настоящему счастливыми. Перекладывайте на себя. Я вас люблю. И будьте счастливы и любимы всегда.